Ребята, всем привет! Меня зовут Аня. Если ты впервые на моем канале, обязательно подпишись. Сегодня я решила сделать небольшой мини-влог, чтобы рассказать вам, в каком городе именно я нахожусь в Великобритании, что я здесь делаю, покажу цены на продукты, покажу немножечко город и многое другое. Если интересно, продолжай смотреть дальше. Я практически вышла к центральной улице, мне еще туда немножечко чуть-чуть пройтись, но по пути встретился вот такой вот симпатичный костел. Я еще здесь не ориентируюсь, не знаю, что это за здание, но в будущем вам расскажу. Around it I will pile the key, all the wildflowers of the mountain. Oh, wild mountain time, all around the blooming heather. Thank you. We go, lassie, go. Итак, ребята, если вы окажетесь, неважно, в Англии или в Шотландии или в Уэльсе, и будете искать какие-то секонд-хенды, то здесь таких магазинов нет. Есть вот charity shops, и это наподобие как наших комиссионных магазинов. Там продается и мебель, и одежда, и обувь. Если что-то нужно будет вам по очень дешевой цене, заглядывайте в такой магазин. И еще хотела сказать по поводу дороги. Здесь люди вообще не обращают внимания на красный свет. Я в своей жизни за этих, не знаю, практически неделю я здесь, за это время я на красный свет перешла больше, чем за всю свою жизнь, потому что сами шотландцы, я, кстати, нахожусь в Шотландии, сами шотландцы переходят на красный. Никто не ждет зеленого, поэтому такие вот дела. Хочу вам сказать по поводу пешеходного перехода. Мы привыкли к зебре, да? А здесь вот такие вот металлические кубики. Так, я решила вас провести в один из самых известных магазинов Европы и, в принципе, практически всех стран. Это Lidl. Сейчас посмотрим, какие здесь цены. Покажу самые основные продукты, которые люди покупают. И чтобы вы примерно ориентировались, кстати, цены в фунтах. Самая дорогая валюта в мире. Если вам интересно, переводите на свои деньги и будете знать, сколько стоит в Великобритании тот или иной продукт. Оказывается, я ошиблась, зебры все-таки существуют здесь, но их очень мало, и они в основном на парковках возле магазинов. Начнем с выпечки. Круассаны стоят по 45 копеек. Если, например, с шоколадом, то 55 копеек за штучку. Вот такая вот большая пачка шпината. Здесь аж 450 грамм, стоит 1 фунт 19 копеек. Самое основное — это курица. Вот такая вот большая упаковка. Здесь у нас 1 килограмм стоит 5,99, 6 фунтов. Цена яблок за килограмм практически 2 фунта, и зеленые также 2 фунта. Интересно то, что молоко здесь продают в размере 2 литра 272 миллилитра. Вот в таких вот больших упаковках, даже тяжело поднять. И стоит фунт 45. Обычная простая вода 2 литра негазированная 23 копейки. Упаковка лука. Здесь аж 2 килограмма. Обычный лук, такой как у нас дома, стоит 99 копеек, практически фунт. За килограмм бананов 78 копеек. Самая большая пачка чипсов, которую я видела. Посмотрите на эту упаковку. Семейная пачка чипсов, 30 штук, здесь по 25 грамм, стоит 3,19. Это просто шок. Большая упаковка персила для стирки, литр 539, 6,49. Я не знаю, почему они делают такие объемы. Мы привыкли, у нас литр, 2, 3 и так далее, а у них литр 539. Очень интересно. Хочу еще вам рассказать по поводу погоды. На удивление, дождей нет, не холодно, но погода постоянно меняется. Вот буквально 2 минуты назад
светило так солнце, что мне хотелось раздеться, было очень жарко. Сейчас солнца нету и уже прохладненько на улице. Архитектура, конечно, здесь впечатляет, очень все старое, но симпатично смотрится. Это здание, которое мне больше всего понравилось, оказывается, средневековый храм, который возвели в XII веке. Ребята, недавно в Инстаграм я оставляла окошко, куда вы можете писать вопросы. Кто еще, кстати, не подписан на мой Инстаграм, подписывайтесь. И было очень много разных и интересных вопросов, поэтому на несколько из них я отвечу. Во-первых, я нахожусь в Шотландии, между городом Пейсли и Глазго. На данный момент у меня виза на полгода, но я сейчас делаю себе визу рабочую на 3 года. Я смогу по этой визе еще и учиться, и работать. Почему же я приехала в Великобританию? Во-первых, это поработать немножечко. Во-вторых, подучить язык, потому что с английским немножечко есть проблемы. А чем больше знаешь языков, тем лучше. Ну, это лично мое мнение. И в-третьих, конечно же, попутешествовать. И так как появился такой шанс открыть визу в эту страну, сюда вообще тяжело попасть, в Великобританию, то я решила попробовать, и у меня все вышло. Поэтому пока у меня есть время, я буду кататься, ездить, смотреть города. Также покажу вам несколько интересных мест. Я уже даже написала список, куда я хочу поехать. Начнем с Шотландии и дальше уже доберемся до Англии и Лондона. Конечно же, я не смогу, находясь в Великобритании, туда не поехать, потому что, ну, как бы у меня никогда не было желания посетить Великобританию, но так как уже выпал шанс, у меня все получилось и мне открыли визу, то почему бы не съездить? Посмотрите, кого я встретила. Шотландскую белочку. В ближайшее время я планирую подняться на холмы. Может, вы видите, там вот в конце улицы сверху такие зеленые красивые холмы. Я не знаю, конечно, я пойду конкретно сюда или, может быть, в другое место, потому что мы в воскресенье договорились с одной девочкой подняться. И посмотрим. Я очень давно хотела бы здесь походить, потому что виды здесь просто шикарные. А сейчас я хочу подняться вот сюда, к этой старинной церкви или костел. Я точно не знаю, что это. Как мне переводчик показал, это Троицкая церковь. Итак, я сделала вокруг церкви небольшой кружок. Оказалось, что там закрыто и войти я не могу. Но посмотрите, какую я нашла, во-первых, красивую улицу. А во-вторых, вот вдалеке видны холмы. Я вообще, честно, балдею от таких видов. Пока вам вещала, увидела, что у кого-то в окне стоят украинские флажки. А вот так вот выглядят шотландские современные дома. По пути еще увидела шикарное место. Я, честно, не в курсе, что это, но, скорее всего, какой-то костел. Но выглядит просто супер. Я обожаю такую архитектуру. Решила обойти вокруг это здание, но не получилось. Там закрыто с той стороны вход и все двери закрыты. Я приду домой, обязательно посмотрю, что это за такое интересное здание. Но я вам хочу сказать, что когда я пошла в ту сторону, там даже немножечко стало страшновато. Знаете, как бы как мистическое здание, и навевает такое ощущение, как будто бы я попала в 18 век. Нашла случайно магазин шотландской национальной одежды. Шотландцы улыбчивые, всегда подскажут дорогу или помогут. Я английский как бы не очень хорошо знаю, но если, например, я подхожу с переводчиком, то как бы люди несколько раз могут переспросить и помогут. Нашла очень красивую территорию. Здесь такое здание и несколько памятников. Посмотрите, сколько голубей. Мы когда были в Глазго, ездили гулять, мы ни одного голубя не встретили, а здесь их полно. Ребята, я надеюсь, этот мини-влог вам понравился. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк под этим роликом. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем видео. Всем пока!